чуваки! Как вы поняли по названию этого видеоролика, сегодня будет очень необычная идея. Ребята, в одном из прошлых видеороликов мы находились на гигантском поле, но для этого ролика нам понадобится небольшая спортивная площадка. Уникальность этой площадки в том, что здесь есть 30-метровая отметка. Старт находится там, где сейчас стою я. Ну а финиш находится там, где стоит Леха. Ну а фишка этой идеи в том, что я постараюсь пробежать эти 30 метров в самой разной обуви как можно быстрее. Самая популярная обувь для бега — это кроссовки. Сейчас я постараюсь преодолеть эту дистанцию в 30 метров как можно скорее именно в них. Ну а потом сравнить этот результат с другой обувью. Ну а как вы думаете, кто будет сегодня моим секундомером? Правильно, Леха. Я буду следить за временем, и чтобы не было фальшстартов. Ну что, ребята, я готов, мой палец находится уже на кнопочке. Серега, а ты готов? Да, я готов! На старт. Внимание. Марш! Ну что, ребята, мировой рекорд на 30 метров мужчин 3,7 секунды. А Серега пробежал за 5 секунд 45 сотых секунды. Есть! Ура! Почти побил мировой рекорд еще. Всего лишь там сколько? 2 секунды? 2 секунды. Вообще фигня, в другую обуви на изи пробегу. Я замечаю, что я прям медленно так начинаю, потом разгоняюсь, как флеш становлюсь. Марш! Очень быстрым. Но посмотрим, в какой обувь все-таки будет быстрее. Как вы думаете вообще? Предположите в комментариях, какую мне обувь нужно надеть, чтобы пробежать гораздо быстрее, чем в кроссовках. Ну а следующая обувь — это футбольные кеды. Плюс этих кед в том, что они гораздо легче, чем кроссовки. И мне кажется, что эти 30 метров я преодолею гораздо быстрее. На старт! Внимание! Марш! Это солидно. Серега пробежал быстрее на 18 сотых секунды. 18 сотых секунды плюсом. Но это гораздо лучше, это результат все-таки. Я думаю, действительно, мне было намного легче бежать. Такое ощущение, как будто я бежал в носках. Не знаю, это прям очень такие тоненькие, они такие легкие. Ну а следующий вид обуви, как это ни странно, это обычные тапочки. Исходя из логики с кедами, то есть кеды были легче, чем кроссовки, я в них пробежал гораздо быстрее. Ну а тапочки легче, чем кеды, значит в тапочках я пробегу гораздо быстрее. Очень странная логика, но давайте проверим, мне очень интересно. Серега, ты готов? Я не совсем готов. Это очень странная обувь для бега. На старт. Внимание. Марш! Они слетают. Колется. Несмотря на то, что Серега пробежал без тапочек половину дистанции, посмотрите, где они остались. Его результат 6 секунд 24 сотых миллисекунды. Ребята, это был массажный забег, я его так назову, потому что у меня очень замассировались ноги благодаря вот этим камушкам на земле. Я не знаю, как будет с остальной обувью, но они слетают, в них неудобно бегать и теряется скорость постепенно. Потому что стартуешь вроде быстро, а дальше они слетают, и ты такой ай-ай-ай-ай, как по горячим камням, знаете, бежишь. Но еще я могу сказать о том, что это не самая странная обувь, которая у нас есть. Дальше будет только интересней. Ботинки. Один из самых тяжелых видов обуви для бега. Я сомневаюсь, что вообще пробегу еще быстрее, чем в кедах. Да даже быстрее, чем в тапочках я, наверное, точно не пробегу. Потому что они очень тяжелые, вы не представляете, насколько. Но мало того, что они очень тяжелые, так они еще вообще неудобные. Я сомневаюсь, что кто-то вообще бегает в ботинках. Но я сейчас попробую это сделать и проверим, насколько же я пробегу. Мне кажется, я сейчас сломаю ногу. На старт. Внимание. Марш! Они тяжелые, очень. Неплохо, неплохо. Серега пробежал в ботинках за 5 секунд 0,7 миллисекунды. На 25 сотых секунды всего лишь отличается от кроссовок. Я ощущал это так, как будто мне навесили по 2 килограмма на каждую ногу. Очень тяжело было перебирать ногами, но все-таки как-никак. Очень даже неплохой результат, я вам скажу. Ну что ж, на этом только начинается самая странная обувь. И дальше становится только интересней. Как вы думаете, какая обувь может быть больше, чем ботинки? Конечно же, это резиновые сапоги. Они еще более неудобные, и в них болтается нога. Что может быть лучше для бега, я не знаю. Давайте проверим, за сколько пробегу я сейчас. Леха, думаешь, он в сапогах добежит до нас? Я думаю, ему стоит пожелать удачи, это точно. Давай посмотрим. Ну что, готов, Сережка? Я отдохнул, я готов к новым новым... Что? Свершением, Серега. Да, свершением, Леха, точно. На старт. Внимание. Марш!
Ребята, ничего не меняется. 5 секунд 51 миллисекунды. Ему по барабану в чем бегать, короче. Чё, 5,51, это еще ближе к кроссовкам получается. Слушайте, чем страннее обувь, тем быстрее я бегаю, походу. Ребят, но самая странная обувь еще впереди. Осталось 2 пары супер необычной и вообще неожиданной обуви. Как вы думаете, какая она? Напишите в комментариях, что это за обувь будет. А я сейчас вам покажу и пробегу. Ребят, сейчас будет одна из самых необычных обувей, которые только могут быть в этом видеоролике. И я хочу в этой обуви преодолеть максимально быстро эти 30 метров. Но только именно вы можете в этом мне помочь. Спуститесь сейчас вниз под этот видеоролик и найдите красную кнопочку подписаться. Нажмите на нее, она станет серой. И не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы у меня точно все получилось. Я надеюсь на вас, ребята. У меня обязательно все получится. Погнали! Ох, ребята, как они мне чешут ноги. Это валенки. Это самая необычная обувь, которая, наверное, может быть. Хотя есть еще одна интересная. Но я покажу вам ее чуть-чуть попозже. Я думаю, в детстве многие бегали в валенках, но это было зимой. Но как это обстоит летом вообще? Вот возможно ли летом пробежать в валенках 30 метров быстрее, чем в кроссовках? Мне кажется, это невозможно. Но если вы поставите лайк этому видео, я думаю, я смогу это сделать. И пробегу гораздо быстрее, чем в резиновых сапогах. Надеюсь, вы мне поможете и поставите лайк. Погнали. Ну что, секундант, ты готов? Я готов. По правилам бегать человек хоть нет? Я все слежу. У меня ноги почти не сгибаются в этих валенках, пацаны. На старт. Внимание. Марш. Это неудобно вообще. Мне кажется, я ногу сломаю, все пацаны. Да, мы нашли победителя в обуви. Это валенки. Но победитель наоборот. 7 секунд 48 сотых миллисекунды. Ребят, ну это лидер среди худших обувей на сегодня. Я не знаю, в валенках бегать вообще не рекомендуется. Мало того, что вы можете себя покалечить, так и можете стереть себе ногу, как на терке, понимаете. Во-первых, они у меня вспотели, а во-вторых, они очень сильно натираются и начинают краснеть. И волосы на месте у Волосы тебя? на месте, но ноги чешутся очень сильно. Внимание, радиация, ребята! В самом начале видеоролика вы видели вот эти вот замечательные оранжевые бродни. Они похожи на ботинки пожарников. Слушайте, ну в них я уже немножко пробежался. И хочу сказать о том, что как бы не сказать, что удобно в них бегать. В них можно бегать. Но я думаю, в валенках не настолько удобнее, как в этих. А значит, в этих скорость будет выше. Но давайте посмотрим на результат этой обуви. Ну что, ребята, сейчас вы увидите здесь предыдущие результаты. А я предлагаю вам написать в комментарии, какой результат будет прямо сейчас. На старт! Внимание! Марш! Что за пакеты какие-то? А сейчас мы проверим, кто из вас был ближе всего к правильному ответу. А это 5 секунд 91 сотая миллисекунды. Ну что, ребята, это не самый плохой результат, который только может быть. Потому что обувь, на мой взгляд, самая худшая. Минус этой обуви в том, что она просто сползает вниз. У нее сползает в сторону подошва. И вообще нереально как-то становится бегать. Вообще неудобно. Если вы хотите видеть вторую часть этого видеоролика, напишите внизу в комментариях, какую обувь еще можно взять для того, чтобы пробежать вот такую вот 30-метровую дистанцию. И мы сможем проверить, какая необычная обувь быстрее и медленнее всех. Ну а если вам понравился этот видеоролик, обязательно поставьте лайк, подпишитесь внизу на канал. Не забывайте, что я для вас снимаю только самые крутые интересные эксперименты. И всем пока!